Ой, ребятки, всем привет! В Одессе весна. Ну, такое часто бывает, потому что сдвинулось сейчас все. Не понять, когда зима, когда весна. Но вчера мы вышли гулять, на голову дождь, под ногами мокрый снег. Не очень я люблю такую погоду. Сейчас вот +3 с утра. Думаю, днем градусов 5-6 будет. Ну, ни солнышко, ничего. Небо в тучах. Ой, девочки. Но мы с вами настроение наше подправим. Мы сейчас пойдем и будем вдыхать ароматы наших ароматных орхидей. Мне прям сегодня такое настроение, думаю, нет, надо такие подышать приятными вкусными ароматами. Себе на весну купила Колумбию. Ой, тут плохо виден цвет. Давайте сейчас на балконе посмотрим цвет. Она такая, знаете, как нежно, голубенькая. Такая прикольная Колумбия. Не знаю, мне понравилась, очень легенькая. С кармашками. Вот так она по фасаду пробита. Ну, не пробита, а сделана таким узорчиком. Но мне кажется, что очень даже будет в ней удобно. Коротенькая курточка спортивного плана. Мне нравится. Я еще ни разу ее не одевала. Но надеюсь, что в ней не будет ни жарко, ни холодно. Классная. Тут написано 650. Была еще, девочки, распродажа. Она с капюшоном. Мне понравилось. На мне очень даже неплохо сидит. В общем, у меня была заровская. Она и есть куртка от Зары. Но она мне не очень нравится. Качество Зары меня не устроило. Думаю, что Колумбия будет получше себя вести после стирок и вообще в носке. Так что я с новой курточкой, и нас ждут новые дела, новые приключения. Костика дистанционка за этой дверью. Написано не входить. Короче говоря, физкультура дистанционно. Это значит, что мы смотрим видео, как занимаются спортсмены спортом. Я говорю, не, надо лучше выйти всем на улицу и подвигаться. Ну, вот так вот онлайн физкультура проходит. Да? Скажи всем привет, доброе утро. Лимоша сегодня притащила из его секретного места, из ее секретного места, где она ночует. Она долго-долго приходила в себя. Костю сегодня еле растолкала на первый урок. Девочки, смотрите, что у меня здесь. У меня здесь пророс лук в кладовке. Я перебирала и 3 штучки поставила. Смотрите, как я. Как нарастить корни. Внизу керамзит, мох, сверху лук. Ничего, ну тут ему света немного, но растет. Так, я тут сейчас буду доставать орхидеи, которые ароматят. Ну, они как бы многие ароматят. Я, например, потянулась вот за анакондой, я вам скажу. И анаконда, кстати, очень интересно ароматит. Ой, у нее такой приятный запах. И, кстати, такой запах у кого-то я еще слышала. И знаете, у кого? Я вспомнила. У Суга Релакса. Я думаю, как она пахнет, интересно. Похоже на какую-то орхидею. Да, да. Прямо, мне кажется, один в один с Суга Релаксом. Анаконда. Зинк Минк Анаконда. Точно как Суга Релакс пахнет. Все. У кого есть Суга Релакс, вот точно так, ну, может, не совсем точно так, но очень похоже пахнет анаконда. Ну, как мне показалось, прям один в один. Мне прям всплыло в памяти. На этой полочке, ну, вот это тоже ароматная, но она не так ароматит. Не, она сейчас вообще не ароматит. Это от Allure Spitfire. Кстати, слышала, что мнение из теплицы, что вот эти сорта, они уже Allure, ну,
не будут возделываться. Вроде как. Что-то мне не нравится ее тургор. Она что, подсохла? Вроде нет. Какая-то невеселая. Ну, цветы забирают много влаги. Ну вот, нет, мне показалось. Так, ну, особо больше здесь ароматных нет. Не, ну зенк, вот это вот зенкминг. Не зенкминг, это снейк, да? Снейк скин. Она тоже пахнет. Ну, у нее, кстати, аромат такой цветочный. Цветочный, нежный аромат. Мне кажется, ей больше бы шел какой-то аромат не цветочный, а какой-то такой более со специями какой-то такой, или цитрус какой-то. Но вот то, что я ощущаю у змеиной кожи, мне кажется, это слишком по-девчачьи для нее. Как бы да. Ну вот если бы вот этот пах так, я бы еще согласилась, Биглип. Но она как-то так, не очень. Так, это вроде, ну, чуть-чуть издает аромат, но такой не сильный. Ну, я не беру во внимание сегодня те орхидеи, которые слегка ароматят. Я хочу собрать те, которые ароматят так, классно. Еще я рассматривала вариант Зенкминг этой кобры, тоже анаконда Зенкминг, да, а это кобра. И это чуть-чуть отдаленно пахнет, чуть-чуть. Она больше хороша тем, что она вот такая лаковая. По аромату она не соперница ароматным орхидеям. Так, и вот здесь... Так, вот, кстати, моя вот эта красотка Розетта. Давайте ее достанем. Давно я ее не доставала. Не смотрела я ее вблизи. Она не ароматная. Не ароматная. Но это очень-очень жаль, что такая красивая. Девочки, я еще не позавтракала. Сейчас буду завтракать. Такая красивая орхидея. Сегодня пасмурно и нет хорошего освещения от окна. Такая красавица Розетта не имеет аромата. Очень-очень жаль. Очень жаль. Лимоша уже завтракает, не подождала меня. Что ты меня не подождала, Лимоша? Я ей, кстати, предложила сушку. Она вообще даже не реагирует, не хочет. Она любит яблоки, она очень любит морковь. Представляете? Лимоша любит морковь. Давала ей не раз, предлагала белок яйца. Она не хочет. Не нравится. Ну, Розетта красивая. Крупная такая. 3 цветочка, первое цветение. Ну ничего. Так, ой, Мадонна моя здесь держит веточку. Ой. Так, и меня вот спрашивали за этот биглип, как он называется. Девочки, это красавчик Дракарис. Он тоже у меня не ароматит. Ну, вот такие биглипы, они не издают никаких ароматов. А было бы прикольно. Хотя, когда если много ароматных орхидей в одном помещении, там не поймешь. Ну вот у меня ароматит, конечно, Сангвинелла. Ну так, нежно-нежно, далеко-далеко. Ненавязчиво. Она такая матовая. Если есть орхидеи такие глянцевые, то это прям полная противоположность матовой орхидеи. Девочки, у меня здесь 3 черенка Хои Николсона. Вчера срезала черенок на отправку и срезала я себе. Думаю, попробую укоренить. Еще ни разу не укореняла. О, уже корешки там намечаются. Попробую. Не имею понятия, как она в укоренении. Так, сейчас всех поставлю и достану еще тут пару парфюмерочек. И мы с вами
повдыхаем аромат красоты. О, забыла еще одну ароматную показать. Это такая, знаете, сейчас разминочка. Вот это вот тоже классно пахнет. Ну вот вообще вкусненько-вкусненько. Я вам рассказывала, кто это. Это Браве Сара Голд на Happy Eagle. Что расцветка веселая, такой сарафанчик летний. Что запах приятный, цитрусовый, мне кажется. Цитрусы и какие-то лаймлайт, что-то такое, знаете, какие-то специи. Класс. Они еще молоденькие, поэтому цветение не очень. Так, биглипчик я вам показываю, этот миник. Честно говоря, вот это тот случай, когда, конечно, садовник фотографию делает не очень. Или бридер, или они вместе. Он на самом деле такой клевый вообще, смотрите. Мимимишный. Но он не пахнет. Он восковик, ну не воск... Да, он такой плотный. Он не такой прям восковик, но плотный. Такой забавный. Так, цветет моя Хэппи Минха здесь. И доцветает мой красавчик. Так, девочки, и сразу покажу. Меня спрашивают постоянно про нашего красавца. Так, на свет. Красавца нашего в банке, в мензурке, в бутылке. Ну вот так обстоят дела. Вот этот цветонос, который пошел из верхней почки, он бутоны надувает, потом их отсушивает. То есть не хватает сил. Краешек стоит, молчит, а сам красавчик, вот этот нижний детеныш, вот в таком состоянии находится уже много-много дней. Ну вот так, вот эта субстанция, которая образовалась. И вот так вот мы пока сидим под водой. Уровень воды постепенно, естественно, уменьшается. В августе прошлого года уже был год нахождения этого цветоноса в бутылке. Не знаю, девочки. Вижу, что край цветоноса нижний начал уже темнеть. Но я ничего не предпринимаю. Там мне писали, вытаскивайте. Девочки, я не вытаскиваю. Я хочу увидеть, чем это все закончится. Сможет эта детка развиться или нет. Но она пока в водной среде живет. Так, все. Ставим на место. Пока колочу себе кофе, уже стаскиваю сюда на кухню ароматные свои любимки. Ребята, пью кофе, сижу и думаю, кого здесь еще не хватает? И вспомнила, что Леодора не хватает. Но смотрите, они все мелкашечки. Все вот эти ароматные орхидеи, они все мелкашечки. Так чудно вообще. Смотрите, давайте начнем с этой стороны рассматривать. Боже, какие мы пыльные, какие мы пыльные. И у нас, кстати, один листик начал отсыхать. Ну ладно. Это парфюмерная фабрика, скорее всего, Сеншин. Ну вот смотрите, какая она симпатюля, бабочка. Симпатюля, бабочка. Когда-то на Толбухина я на нее разорилась. Не смогла я уйти без нее. Но вот в этом году веточка с цветочками ароматными, приятно пахнущими. Такой какой-то, мне кажется, лимончик. Кстати, похоже с желтым шоколадом, мне кажется, чем-то. Здесь вообще сейчас смешались все запахи. В общем-то, листик у нее растет вот такой вот небольшой, компактный. Она просто в прошлом году только пересажена. Сейчас она корни не растит, я вижу. Но вообще ей здесь вроде было неплохо. Надеюсь, что вот этот листик вырастет побольше. Но в этом году поменьше количество цветочков на ней после пересадки. Но это всегда, девчонки, так. Только пересадишь, обязательно цветение будет не ахти.
потому что орхидея занята ростом, ну, адаптацией в новых условиях, в новой посадке, к новому субстрату и не до цветочков. Ну вот в этом году вот так. Скромненько, но со вкусом. Смотрите, какая обратная сторона цветочка у нее интересная. С розовинкой. Видите? Класс. Ну вот у меня парфюмерка бабочка. Очень ею дорожу. Надеюсь, не наврежу. Такая красота. Так, здесь рядом доцветает пинлонг черри. Это моя любовь любовная. Такая вкусная, ароматная. Такой, знаете, ой, дорогой пудры, мне кажется. Дорогой, вот именно дорогой компактной пудры аромат. Ну, может, мне так кажется, но мне так кажется. Вот этот цветонос сегодня последний цветочек сняла. Тут была такая ветка красивая. У нее такие, знаете, а-ля похожие на чем-то на шиллериану цветочки. Ну, не совсем. Дело в том, что у нее в роду очень-очень много разных именитых родителей. Но она классная. И листик у нее похож на парфюмерку, видите? Вот. В краб. И вся она такая, раз такая. Так, это я смотрю, еще не политая. У меня здесь, конечно, посадочка все в кучу. Ну, быстро... Она стояла у меня без поддончика. Очень быстро просыхала, ей это не нравилось. Я единственное, что изменила, это вот оставляю немножко... После полива оставляю немножко водички, ей так больше нравится. Все-таки суховато ей было. Не знаешь, как угадать. Бывает, ставишь в кашпо и плохо, а бывает, ставишь в кашпо и наоборот хорошо. Боже, не могу я от тебя оторвать взгляд. Какая ты красивая, желтенькая, прелестница с такими классными, интересными защипчиками, ромашка. Так, ну это моя любовь тоже. Листики сначала, когда выходят, они в краб. Это желтый шоколад. Ох, он любит ароматить на всю квартиру. И смотрите, все мелкашки. А ну давайте сравним их. Боже, как они прекрасны. Разноплановые. Но этот ярче, конечно, ярче. Ой, ой. Ой, как вкусно. Он ярче пахнет, чем Сеншен. Ярче. Так прямо... Ой, девочки, лимончик, лимончик. Я прям... Ну, упоение. Прям упоение. И мне нравится, как раскрашен цветочек. Вот этот краб на нем. Великолепный. Это губа. Вот казалось бы, да? Мелкашка. Ароматная. Ну, какая прикольная. Сидит у меня в закрытой системе. Развели мы манку. Но вот сейчас я посмотрела в той локации, где она произрастает у меня. Там уже к поливу готовы многие. Многие, кроме нее. То есть ее я поливаю через полив. В одну точку доливаю водички вот так в уровень керамзита. И все. Потому что она как-то вот, мне кажется, ей бы, наверное, все-таки надо было бы... Хотя здесь, ну, я думаю, что надо было бы ей покрупнее коры насыпать. Но пока я поливом регулирую, здесь у нее пеностекло, внизу керамзит, потом куковолокно и кора с чипсами. Но вижу, что вроде как бы и неплохо ей. Цветет, растет, но просыхает долго. Я, кстати, видела, девочки, такой лайфхак. Вот в таких горшках девчонки где-то на уровне сантиметров 3-4 вот здесь делают отверстия вентиляционные. Прям вот так, паяльником. Тогда получается вроде как вода вниз там попадает, она стоит, но сверху вот здесь заходит воздух. Что-то я не решилась на то, чтобы продырявить горшок. Надо будет попробовать, может, на этом. Посмотреть, как будет. А вот действительно, надо будет хотя бы один горшочек, вот этот вот, посмотреть, где корней немного, и сделать хотя бы
3-4 отверстия. Муж опять будет ругаться, скажет, кто брал мой паяльник. Здесь у нее у шоколадки 2 цветочка, а здесь букетик побольше. Я люблю тот период, когда она цветет. Класснючая. Боже, у нас еще один бутончик. Какая красота. Какая прелесть, девочки. Вау, 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 вау. Так, мне не хватает солнышка. У нас сегодня, видите, какая погода. Я вам уже показывала. Пасмурная. Остатки снега. Ну, вообще. Кунжут мой открыл последний бутон. И я его сюда развернула. Так, но сегодня не про него. Так, кто у меня здесь еще из ароматных? Ну, конечно же, семейная пара. Не семейная пара. Семья. Мама и дочь. Дасти Бель. Дочь, вон, видите, вот выглядывает листиками. Пристволовая. И она вот вырастила 2 листика вот эти, и все. Ну, у Дасти Бель, девочки, такие классные листья. Вообще, вообще. Большие, красивые. Так, а что здесь у меня? А, листья, я думаю, может, цветонос еще один. Но она в этом году прямо победитель среди всех парфюмерных фабрик по количеству цветущих цветочков. Неоновая, красивая, но со специфическим запахом. Ну, запах такой, ой, послевкусие. Я не знаю, как это сказать вам. Ну, что-то вот, когда ты вот так ее вдохнул, этот аромат, потом какое-то странное послевкусие у него. Я не знаю. Но она тоже вот в этом году прямо такой цветонос богатый. Я вам показывала. Сейчас она уже в полном распуске, но пока еще цветочки все на месте. Но я вижу, что уже начинается, видите, вон, темнеть на колонке. Это говорит о том, что уже начинается старение цветочков постепенное. Но она, конечно, красотка. В таком горшке ей понравилось. Еще влажная, корней нарастила. Кстати, кто хочет парфюмерку беспроблемную и рясно цветущую, хорошо растящую корни. Ну, мне показалось, может, мне с экземпляром из ТикТока повезло. От Алены приехал он мне. Но мне кажется, что это Dusty Bell все-таки. Это не Adorion и это не Sensation, это Dusty Bell. Вот Sensation, ну, может быть, потому что бабочка, вот она периодически сбрасывает там листики. Ну, бабочка, конечно, красивая. Да, прикольно было бы собрать коллекцию парфюмерок именно мутантиков, да? Ну, именно бабочек. Не хочу пилориков. Кстати, в Фейсбуке среди любителей орхидей там есть мужчина, который в поисках одно время был, писал везде в постах, под постами, везде писал: куплю парфюмерные фабрики, предлагайте бабочек, какие есть. И думаю, вот смотри, мужчина хочет парфюмерок, бабочек, знает толк в красоте. Но мне и так нравится. Смотрите, какие правильные округлой формы ароматные цветочки. Dusty Bell, красотка. Так, ну и перехожу к своему любимому красавцу. Это, конечно же, Adorion. И смотрите, у него цветочек больше, чем у Dusty Bell. Ну, не в 2 раза, в 1,5 точно. Видите, какая разница? Какая разница по сравнению, больше по сравнению с Yellow шоколадом. Ну и, естественно, сейчас из-за того, что Sensation, сейчас, девочки, переставлю, из-за того, что Sensation это бабочка, у нее забранные вот эти вот размеры за счет защипов, естественно, вообще Adorion самая крупная из этих 3 парфюмерок. А у меня что, только 3 парфюмерки? Да, у меня 3, девочки. А сколько там вообще парфюмерок? Их там много. Мне нравится у Adorion. Видите, чем можно определить? Есть же похожие парфюмерные фабрики. Розовые тоже такие. Не помню название. Но у Adorion, именно у Adorion, на язычке вот такая
красненькая, видите, зона. Туда ближе пыльнику, или как он называется. Видите, там красненькая. Вот если видите вот такой розовый цветочек, и там красненькая, значит, это Дорион. И листики у него тоже такие клевые. Ну, мне так болел, но уже, слава богу, нормально. Уже сейчас буду их всех по случаю протирать. И вижу, что Дорион просох в этом горшочке, быстро просыхает. Вот эти горшочки, они неплохие, хорошо дышащие, в них орхидеи хорошо растут, но их надо чаще поливать, либо больше мха ложить, либо мельче кору. Ну, в общем, надо регулировать для каждой орхидеи в отдельности, потому что одни орхидеи любят повлажнее, другие любят по суше. Так что вот так. Так, девочки, еще у меня здесь, кроме парфюмерок и красавчика-лимончика, две вот такие орхидеи. Отнести их к ароматным, как бы, может быть, неправильно. Но они ароматят по-своему. Они ароматят так, как они считают нужным, так, как они умеют. Это, конечно же, красавчик Сога Лоуренс со своим специфичным ароматом. Ну, мне он тоже нравится. Сырочек, дымочек. Прикольный. И мне очень нравится его, конечно же, цветовая гамма. Посмотрите на этот. Вообще, какая-то... Вот эта абстракция его, я не знаю, как назвать. Ну, это что-то. Восковой цветочек. Яркость это. Боже мой. Боже мой. Его специфичный аромат. Ну, я его называю ароматом. Обратная сторона прям такая, смотрите, с блеском. Ну, шикарный, шикарный. И вижу, что шикарный друг уже требует полива. Хотя вроде как недавно поливался, он еще не пересажен. Но как только начнется рост корней и отцветет, будем с ним, так сказать, заниматься будем его пересадкой. Потому что он вот так улегся. Как будто вот утянули его листья вот так на бок. Видите? Улегся. Два цветоноса домашних. Это все домашнее цветение. На одном вот так 3 цветочка красивых. На этом 7. Но он, конечно, покрупнее остальных. И даже крупнее Дорион. Ну, это совсем другая история, но тоже ароматная. И вот вместе с ним... Таким же специфичным ароматом здесь у меня цветет золотой ребенок, да, так, по-моему, Baby Gold. Она немножко вот уже первые цветочки выцветают, есть у нее такое. А свежераспущенные, они такие более яркие, желтенькие, но она тоже интересная. Посмотрите, у нее тоже такие черточки, белая серединка, розовая губка. Но у нее, конечно, аромат каких-то полевых весенних трав. Ну вот, для общей картины я ее тоже могу назвать ароматная. Ну, эти, конечно, ароматят, действительно ароматят. А это так, орхидеи, не совсем обращающие на себя внимание. На отдалении вы их не услышите, только если ткнетесь носиком в их цветочки. Ну, прикольно. А это вот... Лоуренс, Лавруша, чисто для разнообразия, не то что для прикола, для того, чтобы вот был вот такой акцент в вашей коллекции среди розовых, белых, желтых. Это, конечно, красота. Так, и осталась у меня одна еще орхидея, которую незаслуженно я чуть не обошла вниманием. Я пробегалась глазами по полочкам, думаю, кто у меня еще есть из цветущих на сегодняшний день ароматных. И я бросила взгляд на стойку на окне и говорю, боже мой, ты королева среди ароматных орхидей. Но я не слышу ее аромат, потому что она высоко там сидит на стойке. Сейчас я вам сниму ее, мы посмотрим, что она нам там приготовила. Каждый год ругаю эту королеву, почему она не хочет с таким шикарным
кустом с такими шикарными корнями дать мне шикарное цветение. Каждый год одна и та же ситуация по цветению. Вот в этом году у Леодора, так ее зовут, 4 цветочка. Но она, конечно же, еще будет доращивать. Она из таких, кто доращивает. Вот там у нее в процессе цветоносик. Ой, вкусно пахнет, действительно. Ах. Но я ее не слышу, потому что стоит далеко. Конечно же, хотелось бы увидеть от нее большего красивого цветения. Так все я не обрежу этот цветонос, он живой, этот кончик. Все думаю, вот видите, в прошлом году сколько было бутончиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, но это не одновременно. Это не одновременно. Этот цветонос второй, новый, вот он, на котором сейчас 4 бутона, 4 цветочка. А здесь было 7, но они постепенно. Там, например, 3, потом еще 3, потом 1. Вот так было. То есть отцвело 3, потом это вот. И я смотрю в этом году, что она его, ну, как бы не сушит цветонос. Вижу здесь ответвление, тоже не развивает. Думала вот так срезать до этого ответвления, потом что-то передумала. Думаю, а вдруг в следующем году она и продлит этот цветонос, и даст на этом ответвлении хотя бы парочку бутонов. И, в общем, у меня столько планов на нее, но она, видно, об этом не знает. Вчера я обнаружила, что она уже подсохла, налила ей водички вниз, так что здесь у нее сейчас влажненько. Но она, конечно, слоник, который не желает давать роскошных веточек. Только роскошные листики наше все. Ну вот знаете, это как вот многие орхидеи по типу белин, они тоже не балуют большим количеством цветочков. Ну, очень парфюмерный аромат. Я прям сейчас насладилась вдоволь. Сейчас еще буду вдыхать аромат и потом только ее отправлю наверх. Ну, прям вообще интересное строение цветочка такое. Видите, мне всегда нравится, что у нее нижние сепалии вот так прям пополам разделены по цвету. Видите, здоровская. Ну, думаю, что Леодора у многих есть. Если сейчас они в продаже, мне они не встречались вот так просто в магазине, в миксе. Не встречались. На Толбухина в садовом центре, там, где привозят сортовые орхидеи, да, там она бывает. Сейчас бабочки красивенькие. Ну, как они красивенькие, девочки? Я не знаю, как вам, но здесь просто будет на петалиях чуть-чуть защипчик. Из-за этого цветочек просто будет немножечко ярче, потому что когда защип здесь появляется, то тогда вот цветовая гамма немножко ярче становится. Но цветочек, мне кажется, меньше, чем у стандарта из-за защипчика. Точно так же, как у бабочки, вот у Сеншин. Если бы это был у стандарта, был бы, наверное, побольше цветочек. Ну, в общем, каждая пахнет по-своему изумительно, исключительно. У каждой свой аромат. У каждой. Даже Сога Лоренс имеет свою особенность. И это имеет свою особенность. И особенный для меня шоколад желтый. Ну, блин, они все красотки. В общем-то, на сегодняшний день это из ароматных все, которые у меня сейчас цветут. Возможно, еще есть какие-то ароматные орхидеи, но которые еще у меня только малыши. Они еще не разогнались ни по цветению, ни по аромату. Так что бывает там 1-2 цветочка на кустике на 2,5, и ты не поймешь, что там из этого, ну, что из себя будет представлять растение по аромату, по цветовой гамме. В общем, вот так, девочки. Кто любит ароматные орхидеи, ставьте лайкосики, пишите в комментариях, кто у вас там ароматит обалденно. А, у меня же отцвела шелериана. Шелериана, вы ее видели, MSH. Моя шелериана, ой, тоже так вкусно пахнет, приятно. Но цветет недели 3, ну максимум месяц.
одновременно практически там за 3 дня открывает цветы шелериана, и, ну, в моих условиях. И потом точно так за 3 дня она сворачивает цветение. Мне так было жалко. Жалко, жалко, жалко. Чего такие дела, девочки? Вот такая красота. У каждого цветочка своя особенность, своя неповторимость. Так что на этой позитивной ароматной ноте я хочу вам сказать, что желаю вам всего самого наилучшего в этот день и в наступающие дни. Всем мирного неба, всем крепкого здоровья, всем пышно цветущих ароматных орхидей. И пусть они вас балуют, балуют, балуют. Хочу тебя сегодня баловать. Тем более, что сейчас у нас весна. Ой, и забыла про пенлонг черри. Она тоже класснючая, необычная. Когда у нее много цветочков, она вообще вау, девочка, вау. И когда никто не ароматит, и вот у меня как-то было в прошлом году, что она первая зацвела, она просто на всю кухню тут ароматила у меня. Она умница. Все, девчонки, всем обнимашки. Жду вас в комментариях. Ну ж ты лентяйка. Давай нам 20 цветочков. Кстати, девочки, напишите, у кого был максимум и на сколько цветочков по Леодоре. Прямо интересно. Ну, прямо интересно.